Лежит у печки, постелька рядом, она лежит прямо возле самой печки и греется. А то все переживают, не замерзла ли она у нас. Нет, она у нас живет в доме и спит возле печки, греет свои косточки. Эй, Боня, тепло тебе? Солнышко просыпается. Мы уже давно проснулись. Доча ушла в школу. Вот здесь на окне у меня стоял большой горшок с алоэ. И я решила его ободрать. Наконец-таки, а то он уже падает. И сделать сироп от кашля на все случаи жизни. Для взрослых. Для него мне понадобится алоэ. Алоэ должен быть не младше 3 лет. Вот. Я его сейчас помою и буду резать. Еще мне понадобится водка и мед. Так, немножко промокнем его. И режем. Берем 2-литровую ванночку. В моем случае 2-литровая, вы можете 3-литровую, 5-литровую, неважно. Зависит от того, сколько у вас
алоэ. Я свой алоэ поделю на 2 двухлитровые банки. И вот так вот где-то пол банки алоэ резаного. И теперь будем сюда добавлять мед и водку. Я думаю, 4 столовые ложки будет достаточно. Такие вот хорошие с горочкой. Все, и теперь заливаем водкой. Теперь размешиваем. Не страшно, если мед разошелся не до конца. Можно потом будет его размешать хорошо. И вот так вот размешиваем. Закрываем капроновой крышкой и ставим в теплое место настаиваться. И где-то недельки через 2 уже можно будет принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Вообще чудо-средство. Спасает, выручает во время болезни. Покажу вам то, что осталось. Вот, было полбанки. Вот остается такой вот коричневый сиропчик. Алоэ остается коричневым. И вот в таких вот бутылечках я его потом переливаю для удобства. И вот такой вот по цвету он получается. Пьете столовую ложечку 3 раза в день, и кашля как не бывало. Хорошо отхаркивается, и кашель проходит намного быстрее. Пробуйте, готовьте такой сироп, пейте и не болейте. Всего хорошего, пока.